Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре компактный проектор Everycom R10. Из интересных его сторон стоит выделить сниженный шум работы системы охлаждения в режиме кино, неплохую задержку в играх, а также возможность воспроизведения AC3 встроенным плеером. Получается интересный вариант на дачу или в спальню для просмотра контента с флешки, хотя с TV-боксом функционал проектора заметно расширится. Яркость у аппарата не самая большая, поэтому смотреть диагональ более 70 дюймов я бы не рекомендовал. У проектора на борту два динамика и вполне неплохой звук. Можно подключить телефон и использовать как Bluetooth колонку. Есть съемная ручка для переноски проектора. Ее можно установить по желанию. Цветопередача у проектора хорошая, цвета естественные, детали в тенях у него слегка заваленные и черный насыщенный, как и у многих проекторов на технологии 1LCD. Проектор поставляется в картонной коробке. Внутри он хорошо зафиксирован и защищен от ударных воздействий. В комплекте сам проектор, пульт дистанционного управления, шнур питания, кабель для подключения сигнала AV, инструкция на английском языке, кабель HDMI и ручка для переноски с болтами для крепления к проектору. Сам проектор довольно симпатичный. Белый цвет впишется в любой интерьер. На передней панели расположен объектив, съемная крышка и первый датчик инфракрасного порта для пульта дистанционного управления, а также кольцо регулировки кейстинга. На верхней панели проектора находятся кнопки органов управления и кольцо регулировки фокуса. Ход у кольца плотный, а регулировать наклон проекции и фокус удобно. Проектор рекомендую располагать перпендикулярно проекции, чтобы получить максимально четкую картинку. По двум сторонам проектора находятся съемные черные панели, через которые проходит звук динамиков проектора, а также есть отверстие, за которым расположен вентилятор системы охлаждения. На задней панели проектора находится штекер питания, кнопка выключения, вход AV для подключения аналогового сигнала стандартного разрешения, выход на наушники, два порта HDMI, один из которых боковой для более удобной установки вплотную к стене, и пару USB портов. На нижней панели проектора расположены ножки для установки на вертикальную поверхность и резьба под штатив. Есть пластиковая откидывающаяся ножка для установки проектора с уклоном. Пульт у проектора компактный и удобный. Работает от двух мизинчиковых батареек формата 3А. Тактильно приятный. Все основные функции присутствуют. Технические характеристики проектора Everycom R10. Проектор выполнен на технологии 1LCD. Разрешение матрицы 1280 на 720 точек. Яркость порядка 250 ансилюмен, что достаточно для комфортного просмотра контента на диагонали в 70 дюймов. Сам проектор довольно компактный, размерами 16 на 12 см и высотой 19 см. Масса проектора составляет 1,65 кг. Показатели шума проектора вплотную, на расстоянии полуметра от проектора и на расстоянии 1,5 метров от проектора, вы можете видеть на графиках, приведенных прямо сейчас на ваших экранах. Данные показатели шума в пределах нормы для этого класса проектора. Тембр шума не раздражает и легко перекрывается работой встроенных динамиков. Теперь посмотрим на меню проектора. Оно стандартно для такого типа устройств. Встроенный плеер позволяет смотреть видео, устраивать слайд-шоу из картинок, прослушивать музыку или читать текст. Базовый плеер поддерживает кодек AC3, что в сочетании с компактными размерами и стереозвуком является большим плюсом этой модели проектора. Давайте прямо сейчас запустим с внешнего флеш-накопителя фильм большого размера. Надеюсь, мне не прилетит предупреждение за демонстрацию короткого фрагмента «Мстителей», как это обычно бывает. Пару раз даже пришлось ролик перемонтировать, как это случилось в двух частях обзора C300. С флешки внешнего жесткого диска все показывает отлично. Читается как AC3, так и более новые многоканальные кодеки DTS HD и HD Master Audio. Перемотка, субтитры, переключение дорожек – все функционирует как надо. Сейчас можно будет услышать, как работают встроенные динамики проектора на примере игры Street of Rage. Настройки проектора типичны и совпадают с другими такими же моделями на 1LCD, но само меню немного отличается визуально. Всего 4 закладки. Первой располагается все, что относится к настройкам картинки проектора. Это готовый пресет плюс пользовательский, где можно менять настройки самому.
Пресет синего немного снижает яркость и заметно уменьшает шум проектора. Один из самых тихих режимов работы среди всех 1LCD проекторов. Затем идет выбор соотношения сторон картинки 16 к 9 или 4 к 3. Можно выбрать переворот картинки, если проектор находится на боку или подвешен к потолку. Есть цифровой зум, можно уменьшить картинку на 25%. В закладке звук можно изменить громкость. В следующей закладке опций можно изменить язык системного меню проектора, сделать сброс без заводских настроек, установить новую прошивку через USB-порт, изменить режим отображения PC или AV и посмотреть текущую версию прошивки. Последний пункт – это переключение источников сигнала, пара HDMI, пара USB и AV вход. Перейдем к тестам на примере изображения Бурёж. Диагональ проекции 70 дюймов, это порядка 180 см. Расстояние от проектора до экрана 245 см. Посмотрим на тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. На белом цвете, как и на других, мы можем наблюдать виньетку. Это затемнение по углам кадра. Этот момент характерен для всех проекторов на технологии 1LCD. Яркость в центре выше, чем по краям. Это заметно в основном при просмотре равномерной заливкой всей проекции белым цветом. При просмотре обычного контента этот момент не бросается в глаза. Цвета у проектора яркие, черный насыщенный и по-настоящему черный. Цветопередача на примере девушек выглядит хорошо. Кожа имеет естественный оттенок во всех вариантах. Фокус равномерен почти по всему полю кадра и лишь немного подмыливает по краям. Это один из лучших показателей 1LCD в своем классе. Две девушки в меру загорелые. Оттенки кожи не уходят в сильный красный или оранжевый. На зуме можно посмотреть, как меняется детализация и на каком расстоянии видны пиксели. С ветками тоже все хорошо. Излишней контурной резкости нет. Фото с глазиками и ресницами достаточно хорошо детализировано. Видны даже тонкие волоски на носу, хотя это 720p проектор. Здесь вы тоже можете посмотреть, как меняется картинка и детализация на зуме при приближении и удалении. С расстояния просмотра картинка получается достаточно детализированной и четкой. Мне нравится результат, который выдает R10. Вот и птичка. Оперение детальное, насколько это возможно для разрешения матрицы. На таблице градации яркости сохранены все детали в цветах и есть потери на последних черных квадратиках, благодаря чему и получается насыщенный черный. Этот момент характерен для большинства 1LCD проекторов. Крыши домов тоже достаточно детализированная, картинка хорошая для 720p аппарата. По девушке видим, что детали на шее в тени уходят в черный. Давайте посмотрим на тесты YouTube и видео 60 fps. Проектор Everycom R10 выдает хорошую картинку. Она достаточно яркая и четкая. Цвета насыщенные и правильные. Оттенки кожи естественные. Картинка комфортная. 70 дюймов можно смотреть без усталости для глаз. Но вы можете развернуть и на большую диагональ. Как и у многих 1LCD, здесь черный завален и часть деталей картинки вы не увидите. С другой стороны, многим нравится такая картинка. Черный в таком варианте более насыщенный и глубокий. Тем самым повышается визуальный контраст изображения. Очень выгодно смотрятся сцены ночных городов, просторы космоса и панорамные кадры. Как вы можете видеть на примере роликов для OLED и QLED телевизоров, черный здесь действительно очень глубокий. В этом плане 1LCD выгодно отличается в хорошую сторону от проекторов на других технологиях. При том, что стоит действительно недорого. В этом плюс таких проекторов. Они покажут высокий контраст в темных сценах, в обычной квартире и в любой жилой комнате, даже если в отделке помещения преобладают светлые цвета. А вот для более ярких и дорогих моделей свыше 2000 ANSI понадобится затемнение помещения, чтобы избежать переотражений и снижения показателей контраста. Цвет у проектора Everycom R10 хороший. Люди, природа, панорама ночных городов, спортивные мероприятия и футбол – все выглядит хорошо и на уровне. Качество передачи движения и плавности тоже нет никаких нареканий. Зритель получит удовольствие от просмотра как спортивных каналов, так и расслабляющих каналов о природе и животных. Проектор воспроизводит тестовые ролики с YouTube в 60 fps на отлично, передавая всю гамму цветов и оттенков и сохраняя ровную детализацию по всему полю кадра. Я доволен результатом, который демонстрирует этот проектор. Теперь посмотрим, как проектор Everycom R10 справляется с ретро-играми для старых консолей. В аналоговом варианте подключения по композиту вход AV и в цифровом по HDMI. В левой части аналог в стандартном разрешении, а в правой цифровой HD вариант через HDMI.
На примере меню Ultimate Mortal Kombat 3 можно видеть, что картинка по аналогу более мягкая, полутона сглаженные, напоминает изображение с LT-телевизоров. Картинка по цифре более четкая, видны все цветовые градиенты и прочие методы, направленные на увеличение количества одновременно отображаемых цветов. Africom R10 в обоих случаях справляется с задачей хорошо. Можно с комфортом играть на старых консолях из 90-х. Также различия хорошо видны на переходах лавы от желтого к темно-красному на первой арене Scorpion Slayer. По аналогу переход выглядит сглаженным, а по цифре картинка более четкая и видна характерная шахматная сеточка из пикселей. Как уже говорил, картинка более четкая по HDMI и можно спокойно играть на диагонали в 70 дюймов. При аналоговом AV подключении я бы не растягивал диагональ более 50 дюймов, либо придется смотреть с более дальнего расстояния. Встроенного звука вполне достаточно, чтобы играть с комфортом. Для старых игр рекомендую изменить пропорции экрана на 4 к 3. Сейчас мы посмотрим, как выглядят аркадные версии Mortal Kombat в составе сборника портов для консоли Xbox 360. Уровень графики заметно более высокий, чем у Mega Drive. Оно и понятно. Железо аркадных машин позволяло выводить очень большие спрайты, более плавный скроллинг, большое количество объектов, натуральные цвета и отличный звук. В 90-е мы играли даже в 8-битные пиратские порты. Потом уже на Mega Drive играли в официальные игры серии. МК – это классика видеоигр 90-х, на которой выросло не одно поколение геймеров. Один из лучших фильмов по играм до сих пор остается «Смертельная битва» Пола Андерсона, экранизация событий первой части игры. Любое столкновение на видео можно сделать более эпичным, если наложить музыку и саундтрека к этому фильму. Признаюсь, я сам много времени провел в детстве за играми серии. И до сих пор с удовольствием включаю МК и устраиваю несколько раундов ради положительных эмоций и приятной ностальгии. Первая часть фильма тоже есть в моей фильмотеке на Blu-ray. Пересматриваю на большом экране с удовольствием. Каждая часть Mortal Kombat выделялась по-своему. Первая была пропитана духом фильмов с Брюсом Ли и азиатских боевиков про боевые искусства. Вторая часть игры получилась более мрачной и жестокой. Появилось много добиваний, ставших визитной карточкой серии. Третья часть принесла более высокую скорость боя и комбо-связки, с уклоном графику в сторону урбанистических пейзажей. Все они по-своему хороши и, конечно же, отлично выглядят и играются на проекторе, что версия для Mega Drive, что аркадные порты для Xbox 360. Кстати, о Xbox. Отличная игровая серия файтингов от Team Ninja Dead or Alive 4. Игра вышла на релизе Xbox 360 и выдавала на тот момент шикарную графику. До сих пор картинка хороша и радует глаз. Разрешение игры как раз хорошо подходит под матрицу этого проектора, и можно с удовольствием играть в игры для Xbox 360 и PS3. Весь текст и интерфейс игр читается без проблем и хорошо виден с любого расстояния и при любых условиях. Цвета яркие и насыщенные, все детали видны. Картинка плавная, на 60 Гц. Задержка у проектора плавающая, от 18 до 38 миллисекунд, субъективно не ощущается. Поиграть в файтинги на большом экране проектора вместе с друзьями очень хороший вариант весело провести время. А вот и четвертая часть гоночного симулятора Forza Motorsport. Игра работает на 60 кадрах в секунду, показывая хороший уровень графики и детализацию автомобилей и трассы. На большом экране играть одно удовольствие. Картинка плавная, приятная глаз, нет никаких артефактов, тиринга или выпадения кадров. Серия игр Motorsport была создана как ответ на японскую серию симуляторов Gran Turismo. Творческая энергия разработчиков подарила игрокам уже 7 частей игры, догнав японскую серию по количеству игр и качеству продукта. Разумеется, у каждой серии свой подход и взгляд на мир автоспорта. У американцев больше размах мероприятий, у японцев внимание к деталям. Играю в обе серии с удовольствием, что рекомендую и вам. Уровень сложности настраивается даже под маленького ребенка. Единственное, под каждое поколение и консоль нужно приобретать свой руль, что, честно говоря, не очень удобно. Но игры серии хорошо управляются и с геймпадом. Перейдем к фильмам. Классика от Пола Верховена. Робот-полицейский выглядит просто отлично. Ночная сцена на заправке наглядно демонстрирует, как проектор справляется с темными сценами и цветным освещением. Яркие взрывы заходят на контрасте. Фильм демонстрируется в соотношении 1:16:9 без черных полос. Проектор Africom R10 хорошо справляется с этими сценами, создавая тот самый эффект присутствия в кинотеатре за счет большой диагонали.
Теперь посмотрим, как проектор показывает светлые дневные сцены на примере фильма Silent Hill, когда Роуз с Шерил отдыхают в тени дерева и девочка показывает свой рисунок. И далее можно сравнить с ночной сценой на заправке, где в кадр попадает множество неоновых огней и мокрый асфальт. Проектор Everycom R10 хорошо справляется как со светлыми, так и с темными эпизодами в фильмах. В любой ситуации картинка остается хорошей. Все основные детали проектор передает, сохраняя атмосферу, задуманную режиссером. Еще один классический фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона. Здесь мы тоже посмотрим как светлые, так и темные сцены. В светлых картинка мягкая, а в темных радует глаз глубоким черным цветом и высоким контрастом. Цветное освещение добавляет атмосферу в кадре, делая ночные сцены запоминающимися. В фильме преобладают холодные оттенки с отблесками красного. На улицах города туман и огни фонарей. Все это отлично играет на атмосферу триллера. Кэмерон при небольшом бюджете смог снять отличную картину, которая до сих пор выглядит очень хорошо и смотрится с интересом, благодаря грамотной работе с освещением в кадре и захватывающему сюжету. Все примеры фильмов были показаны с Blu-ray дисков и консоли Xbox One S. С мультфильмами у проектора Everycom R10 тоже все хорошо. Цвета яркие, насыщенные, с сохранением всех деталей. Король Лев выглядит просто отлично, благодаря детальной картинке и плавной анимации Disney. CGI компьютерный мультфильм о приключениях команды роботов-спасателей тоже придется по вкусу вашим детям, а вы с удовольствием всей семьей будете смотреть вечерние мультики перед сном. Аниме тоже показывает отлично, этот жанр можно смотреть с удовольствием, проектор покажет все в лучшем виде. Подведем итоги. Проектор Everycom R10 – хорошее приобретение для семейного и личного досуга. Проектор хорошо подойдет для детской и спальни, благодаря тихому режиму работы. На нем отлично смотрятся фильмы, сериалы, мультики или эфирное ТВ на диагонали до 70 дюймов. Картинки вопросов нет. В играх задержка комфортная, субъективно не ощущается. Компактные размеры, удобная ручка для переноса проектора, неплохой стереозвук и хорошая цветопередача являются отличительными особенностями этого проектора. Поддержка кодека AC3 тоже идет в плюс и отлично сочетается с компактностью и простотой использования R10. Поэтому можно взять проектор на дачу и смотреть фильмы или футбол на свежем воздухе теплыми летними вечерами. Цена на данный момент вполне доступна. Ссылка на проверенный магазин, где заказывал проектор, закреплена в первом комментарии прямо под видео. Большое спасибо за внимание, общение и поддержку. Благодаря вам наше сообщество перевалило за 500 участников и скоро откроется дополнительная вкладка для общения. Там будет много новостей, заметок, опросов, промокодов и информации о распродажах. В ближайшее время постараюсь добавить для вас новый формат видео и больше рассказать не только о проекторах, но и остальных сторонах выбора и строительства домашнего кинотеатра. Не претендую на лавры самого осведомленного в этой области. Как и вы, мои уважаемые зрители, я пробую и изучаю разные варианты вместе с вами. В будущих видео затрону сторону звука, выбора экрана, подготовки помещения и размещения акустики в условиях обычной квартиры. Для нас с вами такая информация гораздо более ценная, чем классические рекомендации THX для строительства дорогих кинозалов. Ведь не у всех есть возможности и средства, чтобы построить настоящий кинозал в отдельном помещении. А вот собрать правильный сетап для обычной квартиры, который за минимум средств будет выдавать максимум результата, нас с вами по силам. Варианты есть буквально на любой достаток и возможности. Вот этой информацией я с вами поделюсь в ближайших роликах в наступающем новом году. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры. Спасибо, что остаетесь на канале.